После Вены и Праги я наконец добралась до Берлина. Приехала сюда, как и в Минск, прямо в день концерта, так что единственное, что я успела сделать до начала шоу «Рок в цирке», это добраться до хоста, переодеться, накраситься и доехать до площадки. К моему огромному удивлению, за 15 минут до официального начала, которое, слава богу, задержалось, очередина тянулась на многие десятки метров. Хорошо, что я нашла где-то в середине своих знакомых из местного рок-бара и присоединилась к ним. Часть труппы вышла к афише, чтобы раздать автографы и пофотаться, но к большинству я не стала подходить, потому что не знала, на каком языке с ними говорить. Они там со всего света. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот здесь Жандарменмаркт. Вон там одна из самых знаменитых, как мне сказал интернет, рождественских ярмарок, откуда я только что вышла. А вот в каком-то из этих зданий, либо вот в этом, либо вот в этом, либо вот где-то на этой улице, короче, где-то рядом с этими церквями, вот их тут две таких, отель, в котором жили Скорпы в 16 году. То есть я тут была несколько раз и даже понятия, не имела об вот этой вот ярмарке. Тут, короче, везде ремонт. Часть стен просто белая, а части стен просто нет. Последней в моем празднично-экскурсионном туре по ярмаркам значилась та, что на площади Брайтшайд, вокруг мемориальной церкви Кайзера Вильгельма. Там еще зоопарк и хард-рок-кафе неподалеку. Именно эта ярмарка стала трагически известна в 2016 году, когда ее на полном ходу протаранил грузовик. Тогда погибли 12 человек и более 50 пострадали.
По иронии судьбы, я была на этой самой ярмарке буквально за несколько дней до страшного события. Теперь площадь окружена огромными бетонными блоками, а на дорогах по обеим сторонам размещены специальные знаки, заставляющие водителей ехать змейкой и не позволяющие разогнаться. Праздник продолжается. Заседание ратушу Шюнеберг. В то же время площадь перед ратушей стала местом наиболее важных политических манифестаций. 26 июня 1963 года американский президент Джон Ф. Кеннеди произнес здесь свою знаменитую берлинскую речь. Колокол свободы на башне ратуши, пожертвование из США, напоминает о воле защищать демократию и права человека. После падения стены 10 ноября 1989 года на площади произошла манифестация с 20 тысячами участников. Защитники и противники объединения Германии стояли друг напротив друга. Ораторами выступали бывший бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт, СДПГ, правящий бургомистр Вальтер Момпер, СДПГ, министр иностранных дел Ханс Дитрих Геншер, СВДП. Вы только что прослушали лекцию о политической истории Германии и района, в котором я жила. Это мы пошли с хостом гулять в последний вечер. А вот такая милейшая маленькая комната стала мне домом на эти несколько дней в немецкой столице. Я даже помогала хосту украсить ее к Рождеству. Лифт в доме я обнаружила не сразу. За все годы путешествий по Германии, честно говоря, это вообще первый дом с лифтом. Поэтому серые двери между этажами я приняла за кладовки, ну или в крайнем случае за мусоропровод, ну никак не за лифт. Хотя это все-таки оказался он. Просто нужно было нажать красную кнопку. А вот и лифт. Внутри все попонятнее, хотя нумерация все же необычная. Что ж, это было последнее путешествие 2019 года, но точно не последнее видео. Оставайтесь с нами, как говорится.